скандинавских мифах судьбу определяют норны. 3 женщины-волшебницы. Все в их руках. Жизнь, смерть, успех, карьера. Четверть века назад одна финская компания поймала удачу за хвост и посчитала, что это навсегда. Но норны решили иначе. Сегодня мы поговорим о бренде Nokia и о том, почему его больше с нами нет. Nokia — имя нарицательное. Можно не уточнять, что производила эта компания. Все знают и так — мобильные телефоны. Но на самом деле уточнить стоило бы, потому что компания, во-первых, была основана в 1865 году, когда никакие мобильные телефоны никто даже представить себе не мог, а во-вторых, прекрасно существует до сих пор, без всяких телефонов. В этом году у нее, кстати, юбилей. 160 лет назад горный инженер Фредерик Идестам и его друг Леопольд Мехелин получили разрешение на строительство мельницы в финском городке Тампере. Оба принадлежали к влиятельной прослойке финских шведов. Мельница была нужна, чтобы делать бумагу. Дела шли хорошо, и уже через 3 года компаньоны купили землю под второе предприятие на берегах реки Нокиавирта. Считается, что слово «Nokia» в старофинском языке обозначало «черного соболя». Вопрос с названием для компании таким образом был решен. Бумага отлично продавалась на внутреннем, российском рынке. Финляндия тогда была автономным княжеством в составе Российской империи. Достаточно быстро был налажен экспорт в Англию и во Францию. Но Мехелин смотрел на вещи шире. Он предложил, кроме бумаги, заниматься высокими технологиями, то есть производством электроэнергии. Идестам, не склонный к рисковым проектам, в 1898 году ушел из компании. Электричество Мехелин начал поставлять своему соседу, заводу резиновых изделий, сейчас известному как корпорация Nokian Tires. С владельцем резинового завода, бизнесменом по имени Эдуард Полон, тоже финским шведом, Мехелин легко нашел общий язык. Они оба, кроме бизнеса, активно занимались политикой. Мехелин в 1905 году стал председателем финского сената, а Полон был одним из самых известных в стране сторонников независимости от России. В 1914 году Леопольд Мехелин умер, а вскоре началась Первая мировая, и Nokia оказались отрезанными от рынков Англии и Франции. Полон, который, наоборот, неплохо поднялся на военных заказах, в 1918 году купил Nokia, а вскоре добавил к ней компанию, которая производила почти всю проводку и кабели в стране. Из этих 3 частей сложилось будущее Nokia Corporation. Уже в 1930-е конгломерат приобрел такой вес, что городок, где он базировался, был переименован в Nokia. Но нас интересует телекоммуникационное направление Nokia, основанное в 1960 году будущим ее президентом Бьорном Вестерлундом. Новое подразделение сразу получило выгоднейшие государственные контракты. Оно занималось обработкой данных для финского госсектора, а кроме того разрабатывало промышленные компьютеры. В начале 60-х Nokia начала работать на финскую оборонку. Предшественником мобильного телефона стал радиотелефон, разработанный в 1963 для армии. В 1968 финское правительство впервые задумалось о создании национальной радиотелефонной сети. Это была практическая необходимость. 75% Финляндии, как вы знаете, это густые леса плюс 200 тысяч озер. Тянуть в таких условиях проводную связь невозможно. Во второй половине 70-х Nokia создает несколько совместных предприятий с телекоммуникационными компаниями. В 1979 году на базе этих партнерств появляется компания Mobira, занимавшаяся разработкой мобильных телефонов. В 1982-м Nokia разработала первый в мире автомобильный мобильный телефон Mobira Senator весом 10 килограмм. Это было тяжело, но телефоны стремительно уменьшались в размерах. Mobira CityMan 900 1987 года весил уже 760 грамм и представлял собой достаточно практичный телефон. Аккумулятора в режиме разговора хватало на 50 минут. Стоило это удовольствие $5500. На современные деньги почти 20 тысяч. Несмотря на цену, телефон пользовался спросом и имел культовый статус. Отчасти благодарить за это стоит Михаила Горбачева. В 1987 году Генсек позвонил с такого аппарата из Хельсинки в Москву прямо во время пресс-конференции. Телефон после этого получил кличку «Горба».
Несмотря на это, 1988 год стал для Nokia кризисным. Конкуренция на рынке электроники становилась все жестче. Прибыль падала, у акционеров начались финансовые проблемы, в руководстве царила неразбериха. В какой-то момент компания даже оказалась на грани банкротства. Все было настолько плохо, что генеральный директор даже свел счеты с жизнью. Всерьез обсуждалась продажа конкурентам из Ericsson. Новый генеральный принял другое решение – сосредоточиться на телекоме. Все остальное – шины, галоши, бумагу – продали. Теперь все силы и средства были брошены на телефоны. В 1991 году жители Европы впервые познакомились с цифровой сотовой связью стандарта GSM. Для отрасли это была революция, а для Nokia – шанс. Связь стала дешевле, и одновременно появился массовый спрос на мобильные телефоны. Самый первый звонок через коммерческую сеть GSM сделал премьер-министр Финляндии. Конечно же, по автомобильному телефону Nokia. Это было рождение мобильных телефонов в современном понимании. Уже в 1992 году компания выпускает первый массовый GSM-телефон Nokia 1011. У него была выдвигающаяся антенна, сим-карта и память на 99 номеров. И стоил он больших, но вполне разумных денег – $1500 США. В одном из рекламных роликов Nokia 1011 была впервые использована малоизвестная мелодия из вальса испанского гитариста. 3 года спустя из нее сделали первый рингтон. Вы все ее слышали. Вы, ну и еще миллиарды человек на планете Земля. Сейчас эта мелодия известна как Nokia Tune. А вскоре после премьеры Nokia впервые использовала свой знаменитый рекламный слоган «Connecting People» — «Соединяя людей». Такой же неотделимый от бренда, как, например, найковский «Just Do It». Так, небольшая по мировым меркам компания стала значимым игроком в отрасли. Nokia могла представить и телефоны, и всю инфраструктуру для них. У конкурентов, например, у Motorola, такой возможности просто не было. Кризисные времена забыли как страшный сон. В июле 1994 года акции Nokia были размещены на Нью-Йоркской фондовой бирже и за следующие 5 лет выросли в 20 раз. В том же 1994-м Nokia выпускает самую популярную модель 90-х, разошедшуюся 20-миллионным тиражом – Nokia 2110. В России тех лет это был любимый телефон бандитов и коммерсантов. Вообще Nokia сразу укрепилась на российском рынке. Еще в 1989 году с финнами было подписано соглашение об обеспечении Москвы мобильной и пейджинговой связью. А в сентябре 1991-го мэр Петербурга Анатолий Собчак сделал первый в истории России звонок по сотовому телефону. Позвонил своему коллеге, мэру Сиэтла. В 1996 году Nokia создает первый в мире смартфон, модель 9000 коммуникатор. Факс, календарь, электронная почта, веб-браузер и все это в телефоне. Ну, тогда это выглядело как что-то из космоса. Nokia было не остановить. Прогресс шел стремительно. Каждый год приносил что-то новое. Вторая половина 90-х и нулевые стали для компании золотым веком. Довольно быстро финны начали делать телефоны на любой вкус и для любой аудитории. От студентов до селебрити. Яркие цвета, необычные формы и материалы. Разнообразие было невероятное. Экспериментировать не боялись. Nokia 8110 – знаменитый телефон-банан из фильма «Матрица». Nokia 5100 со сменными панелями на любой вкус. Nokia 7280 стилизованная под тюбик помады. Nokia N-Gage, больше похожая на игровую приставку, чем на телефон. Это только самые наглядные примеры. Ну а символом успеха и мечтой начинающих бизнесменов стала Nokia 8820 – металлический слайдер. Ну и это был не предел роскоши. Еще в 1998 году компания создала люксовое подразделение под названием Vertu и производила под этим брендом безумно дорогие аппараты из золота и платины, инкрустированные драгоценными камнями. В октябре 1998 года она обогнала Motorola, завоевав 27% рынка мобильных телефонов и выпустила свой 100-миллионный аппарат. К концу 1998 года у Nokia Corporation было 26 предприятий, 44 исследовательских центра в 12 странах и 45 тысяч сотрудников. Объем продаж в 1998 году составил, вдумайтесь, $16 миллиардов.
долларов. В 2000-м появилась модель Nokia 3310, знаменитый неубиваемый кирпич в ударопрочном корпусе. Это был телефон-мем, телефон-легенда. По всему миру их было продано 120 миллионов штук. Рекорд побили недорогие телефоны Nokia 1120 и 1110, проданные в количестве 250 миллионов штук каждый. В 2001-м Nokia показала модель 7650 с камерой, которая могла снимать фото и видео на собственной операционной системе Symbian. Перечислить здесь все знаковые телефоны Nokia нет никакой возможности. Например, только в 2005-м вышло больше 50 моделей. К концу 2009 года доля Nokia в мировых продажах мобильных телефонов составляла гигантские 40%, а штат — 130 тысяч сотрудников. На вопрос, какой у тебя телефон, люди отвечали 4 цифрами, и всем было понятно, что речь идет о модели Nokia. И тут возникает резонный вопрос, а куда все это делось? После мега-успешных 2007-2008 годов, когда оборот компании достиг отметки в 50 миллиардов долларов, начался спад. 2007 — это год рождения iPhone. Он, конечно, не был конкурентом Nokia, продававшей каждый второй телефон на планете. Но Стив Джобс верно предположил: будущее отрасли за операционными системами и приложениями, а не за яркими корпусами. Удивительно, но Nokia, создавшая первые смартфоны, этого вовремя не поняла, а когда поняла, было уже поздно. Финны пытались модернизировать устаревшую Symbian, параллельно разрабатывая собственную альтернативу iOS и Android. Но все это происходило слишком медленно. Друзья, здравствуйте. Очень короткий анонс. 30 августа, в последнюю субботу этого лета, мы проводим первый фестиваль нашего журнала «Чтиво». Он так называется «Чтиво Фест». Пройдет в Москве на хлебозаводе. Что там будет? 3 секции. В первой секции я буду брать интервью в прямом эфире у разных интересных людей. Во второй секции будет гастрономическая зона. В третьей секции будет 2 музыкальных сцены. На одной будут молодые исполнители, на другой будут уже такие мэтры нашей эстрады, как сказали бы раньше. Я первых 2 музыкантов уже готов сейчас анонсировать. Это Валерий Сюткин и Найк Борзов. Музыкантов еще будет огромный список, поэтому успевайте купить билет. Хлебзавод не резиновый, туда не влезет больше определенного количества людей, поэтому билеты здесь по ссылке в описании. Вообще конкурентов Nokia презирали. Например, один из финских топ-менеджеров в интервью сравнил производителей, перешедших на Android, с мальчиком из финской притчи, который намочил штаны, чтобы согреться в зимнем лесу. В 2010-м спасать Nokia был приглашен Стивен Эллоп, опытный топ-менеджер, который до этого несколько лет проработал в Microsoft. Год спустя компания объявила о партнерстве с Microsoft. Новые смартфоны Nokia из линейки Lumia получили операционную систему Windows Phone. Этот шаг оказался самоубийственным. Пользователи предпочитали Android и iOS просто потому, что там было больше приложений. Но разрабатывать приложение для Windows Phone никто не хотел, потому что там было мало пользователей. Получился замкнутый и абсолютно безысходный круг. В середине 2011 года Nokia впервые с конца кризисных 80-х объявила об убытках. Продажи упали на 20%. Уже в следующем году компания уступила первую строчку продаж мобильных телефонов конкурентам из Samsung. В 2012-м пришлось серьезно оптимизировать расходы, продать люксовое подразделение Vertu и уволить 10 тысяч сотрудников по всему миру. Крах был стремительным. В 2013-м основное подразделение Nokia было продано Microsoft по удивительно низкой цене, за $5,5 миллиардов долларов. Предполагалось, что мобильная Nokia, переименованная в Microsoft Mobile, позволит Microsoft на равных конкурировать с Apple и iPhone, но из этого ничего не вышло. Уже в 2016-м лицензия на бренд Nokia была продана финской компанией HMD Global, состоявшей из ветеранов старой Nokia. От прежнего пафоса к этому моменту не осталось никаких следов. HMD, кроме дешевых звонилок и ностальгических моделей, пытались сделать смартфоны на Android. Неизвестно, удалось ли таким образом в итоге согреться, но особенной популярностью продукция HMD не пользовалась. Довольно бесславный конец для компании, которая все
всего четверть века назад отвечала за 4% ВВП и 20% всего экспорта Финляндии. Лицензию на бренд Nokia в HMD Global решили не продлевать. Видимо, ностальгия перестала себя окупать. Легендарный бренд телефонов таким образом скоро исчезнет с лица земли окончательно. Забавно. Остальные подразделения Nokia, не проданные в свое время Microsoft, при этом чувствуют себя неплохо. Сегодня это скромная компания по производству телекоммуникационного оборудования с оборотом в 20 миллиардов долларов. Друзья, мы продолжаем конкурс для подписчиков канала Чтиво. Сегодня вопрос к тем, у кого были телефоны Nokia. Расскажите, какие воспоминания у вас с ними связаны? Как купили впервые? Каким испытаниям на прочность подвергали? Жалко ли было расставаться? Мы выберем одну историю, и ее автор получит эксклюзивный подарок, доступный только для победителей конкурса. Годовая подписка на журнал Чтиво.